Окей, guys, я вас приветствую на своем YouTube-канале, на котором я вам показываю свой путь. И сегодня я вам покажу, каково это работать в одной из крупнейших компаний в России, Синара транспортные машины. Сейчас время 9:00. Мы с вами направляемся на работу, а потом едем в командировку в Сочи, потому что у нас там выставка. Касаемо задач, на сегодня стоит это обязательно подготовиться к прибытию делегации из Гвинеи. Хоть меня не будет, но все равно мы должны грамотно там все упаковать, подарки, организовать столы для переговоров. Вот, кстати, офис за мной наш. Вот далее обязательно проговорить задачи касаемо Сочи, что конкретно необходимо сделать. Ну, еще раз так прогнать. И там в районе уже 3-4 поедем в сторону аэропорта. Окей, время уже в районе там, 1-2, пора пообедать. Вот мы уже там подготовились к Конгу, проговорили немного по Сочи. Но есть еще ряд задач, которые необходимо сделать. Вот, а касаемо именно наших обедов, где, то я обычно хожу в кафешке. Потому что, так, знаете, развеять обстановку. Там тоже встретить кого-то из знакомых, которые, тут все рядом, поэтому вот есть определенное общение. Итак, уважаемые, мы закончили нашу работу в офисе на сегодня. Получили полный лист всех необходимых тасков на выполнение. И активно бежим в аэропорт, потому что уже жестко опаздываемся. Так что я к вам вернусь уже там по ситуации. Так, мы наконец-то в Сочи прилетели. Господи, знаете, самый ужасный город в моей жизни, но в принципе, знаете, вот это все по классике, когда маленькие дети, орущие везде. Но даже успели там разные бизнес-вопросы порешать. Составили определенный план действий на завтра. Так что сейчас что-нибудь, наверное, вам гостиницу покажу в дальнейшем. И уже утром к вам вернусь на выставку, сходим и посмотрим все. Так, уважаемые, всем здравствуйте. Вот мы уже заселились в отель. У нас отель Рэдисон. 5 звезд. Живу я не один, а со своим очень хорошим родственником. Вот так. Давайте я вам покажу. У нас вот такой вид. И планы еще немного поменялись. Сейчас мы идем с вами на завтрак. А потом мы едем где-то на 1-1,5 на пляж. Встретимся с определенными людьми. И затем поедем на Розу Хутор в горы. Уже смотреть там разные площадки, мероприятия, которые будут. Площадка у нас не отменяется. Но там у меня есть человечек, который все нам сорганизует. Так что работаем. Только касаемо нашего прогресса дневного. Сейчас уже была выполнена задача по проговору, в принципе, плана действий. На определенные дни. Проговорили ряд вопросов на пляже. Знаете, чтобы совместить так приятное с полезным. И сейчас едем на Красную Поляну, туда, на Роза Хутор. Тоже в отеле Рэдисон. Мы проживаем в отеле Рэдисон Блю. А там есть на Роза Хуторе. Туда. Конечно, так, график плотненький, но держимся. Нормально. Итак, мы сейчас находимся в Роза Хутор. Смотрите, какой за мной вид здесь. Шикарный. Горы. Поедем туда наверх. А так, вот касаемо работы, у нас же сегодня влог с вами про то, каково это работать в одной из крупнейших компаний, и тем более на выездном мероприятии. Мы съездили, посмотрели площадки, на которых будут представители нашей компании выступать, ужинать, там, обедать. В принципе, убедились в том, что все будет хорошо сорганизовано. Далее по планам, сейчас здесь погуляем, так свободное время есть, и посмотрим, будет варьироваться наша программа, как руководство нам скажет. Вот. Так что, а завтра, как и обещали, ждет нас выставка. Мы будем смотреть на наши стенды, уже фотки предварительные есть, но я вам хотел бы так вживую показать со своими комментариями. Так что, как-то так. Такая ситуация, в принципе, она достаточно показательная, всегда это происходит. Заселили нас в номер люкс, но руководство подъехало, сказало, что, ребят, стандарт, ладно, в стандарте будем, знаете, тоже так хорошо, в принципе. Вид достойный. Сейчас, пока там все совещаются, есть время сходить быстренько побегать. Там по набережной 5, 6, 7, может 10 километров. По настроению все.
Знаете, главное в командировках и во всех таких путешествиях оставаться в форме и продолжать. Далее вечером сегодня, наверное, ничего уже не будет. Там отдохнем в джакузи, туда-сюда сходим. И завтра уже будет так официально одеться. То есть синие полые коричневые штаны не пойдет, надо посерьезней. Так что, наверное, я с вами до завтра. Так, гайс, всем доброе утро. 8:30, мы идем в бассейн, сейчас быстренько ныряем на завтрак. И затем уже едем в центр Сириуса, там посмотрим эти объекты. Ох, знаете, вот в этих отелях, что нравится, вы пробуете абсолютно разные, там, кровати, подушки. Вот сейчас в люксе спали, там совсем другой матрас, потому что здесь на матрасе есть какая-то специальная подстилочка мягкая. И ты спишь и просто проваливаешься туда. Вот, кстати, там есть классные машины. Ну, здесь, как и в любом отеле, можно арендовать машинки. Вон там Порши, Мустанги. Но, знаете, так, достаточно ценник достаточно высокий, просто сумасшедший, потому что 15 тысяч за Мустанг, потом 30 тысяч за Порш на день. И дрифтить типа нельзя, потому что там датчики стоят, все следят. Ну, не знаю, дороговато. Причем то, что по рыночной цене там Мустанг этот Камара стоит по 2,5-3. Ну, оверпрайс. Мы только что были на нашей совещании по поводу, в принципе, того, что выполняют главы делегаций, которые приезжают. И какие обязанности тоже есть у ребят, которые стоят на стендах, и как с этим сорганизовать. Так, 1,5 часа там посидели, начальство все сказала. Сейчас идем, я вам покажу стенд наш. Ну, в принципе, вот так выходим. Это наш стенд Синара транспортные машины. Выглядит примерно вот так. Образом, ну, здесь у нас будет стоять несколько моделек. Одна вот здесь, другая здесь. Зал переговорок. Но единственное, что смущает, это вот этот стол. Он прям так. Здесь рядом КамАЗ. Ну, такой ни о чем стенд. И рядом УГХ БКМ. Да, прикольно сделано. Тоже у них, видите, автобусы. Эти минивенчики, трамвайчики. Это у нас Белоруссия и Россия. Неплохо. Но главные наши конкуренты это все-таки ТМХ, Трансмаш Холдинг. Сейчас давайте мы к ним подойдем. Вот Ростех, Роскосмос. Вот ТМХ. Вот что понравилось, что они написали здесь небольшую информацию по поводу своих. Такой стендик и поезд сюда привезли целую модельку. Вот знаете, вот чтобы вы понимали, одна такая моделька стоит, ну, 500 тысяч где-то. И Ростельмаш прикольный. Вот здесь со своим таким испытательным бульдозером. Здесь можно потыкать. Интересно. Так что так. Далее там энергетика, ресурсы и топливо. Ну, в принципе, как-то так. Сейчас я иду на встречу там со своей отличной, хорошей знакомой, с которой мы работали в Катаре. Кстати, ссылку я оставлю под видео на видео про Катар, ну и на моем канале можете посмотреть, там первое наше видео было, оттуда влог. Ну и в принципе в дальнейшем тоже у нас будет много разных интересных. Так что, там, как говорится, подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии. Там, ссылки отправляем. Вот. Что еще мы с вами можем посмотреть? Ну, интересно, кто Ростех привез свои модельки. Тоже, вот, казалось бы, да, модельки недорогие, но по факту такая стоит где-то 500-600, вот это под миллион, может, потому что даже с камерой. То есть это, наверное, не моделька, это уже у нас аппарат, который полностью летает вон с двигателями.
полностью. Переговорки. Не, интересно, интересно здесь. Это баня, в которую мы пришли. Знаете, вот все те, кто будут в Сочи, обязательно необходимо прийти в British бане. Потому что это лучшая баня, которая была в моей жизни. Остальные комментарии здесь излишние будут. Открываемся в новый день. Уже время, уже час дня. Но на самом деле сегодня у нас вообще никакого плана нет, графика тоже. Вчера по всему отчитались, то есть там стенды посмотрели, все сфоткали. Сходили утром на совещание. Сейчас, то есть вчера вечером потом сходили в баню. Я тоже, ну помните, да, я вам рассказывал, только что буквально. British бани, они входят в тройку самых крутых бань в Сочи. На Красной Поляне. Для тех, кто не был на Красной Поляне, это просто реально местная российская Швейцария. Пейзажи невероятные. Атмосфера тоже. Банщики. Но это круто. Потому что сначала мы зашли, вот нас там было 4. Мы зашли в глиняную такую круглую баню, в которой один из банщиков принес веники и разные воду с вкусовыми рецептами. Абсолютно разные, там сорта деревьев, ягоды, там лимоны, свежевыжатые соки тоже давали попить. А потом часть из нас пошла на массаж, а другие, то есть двое пошли на массаж, двое пошли париться. Мы сначала пошли на массаж, все это реально, хоть это первый раз меня так массажировали, круто, но я думаю, мне запомнится как сам массаж, так и вся баня на всю жизнь. Потому что массаж полноценный, 60 минут, все промассажировали. И вот мы все размятые пошли в баню, где просто нереально круто. В 4 руки каждого парят там со звуками. Это... Ну, вот они издают, чтобы было атмосферно. Там русский кафтан, когда полотенце вот так просто машут над вами, чтобы жар шел. Ну, вообще здорово. Будет круто. И сейчас вот я нахожусь на пляже Редисона. У нас отель Редисон, и у них есть своя точка. Вот в 30 минутах ходьбы, ну, недолго совсем, так приятно пройтись вдоль набережной. Пляж, в котором можно прекрасно провести время. Вот, и завтра мы где-то в районе 8:25 уже вылетаем в сторону Москвы. И выходим на работу в Синара обратно. Ну, как я и так работаю, но в офисе будем находиться. Так что вот так у нас. Так, сейчас уже вечер нашего последнего дня в Сочи. Сегодня я особо ничего не снимал, ну потому что мы так лежали на лежаке, потом мы в бассейне здесь у нас. Кстати, вон он. Далее там пошли с тем человеком, с которым я проживаю, в ресторан один сходили, высота, кстати, очень классный, с видом на море. И потом в футбольчик поиграли. Ну, в принципе, как-то так. Сейчас мне надо сделать испанский. Если некоторые не знали, то я изучаю испанский. У меня уровень где-то C1. И именно, наверное, благодаря этому это было одно из преимуществ, по которому меня взяли в Катар работать на чемпионате мира. Вот, утром мы улетаем обратно в Москву, 12 прилет, и где-то в районе 2 меня ждут на работе, там с отчетом по тому, что было. А другие коллеги как раз завтра днем прилетают. То есть у нас такой обмен. Вот. Так что все. Вот так выдалось наше путешествие. Я с вами здесь прощаюсь. Если вопросы у вас есть, пишите в комментариях. Я буду рад только ответить. И вот что это значит работать в командировке в 17 лет в одной из крупнейших компаний Российской Федерации Синара транспортные машины. Думаю, вы многое возьмете из того, что я показал в видео. Далее мы будем делать еще дополнительные видео про другие компании, в которых я тоже поработаю. И постараюсь сделать чуть более детально.
Так что все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.